you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом масштабном обзоре мы с вами рассмотрим не только крайне интересные гибридные наушники от компании ZSIN, а еще их два фирменных аудиофильских кабеля ZSIN, с которыми я их подробно послушал, сравнил и понял, насколько сильно они вообще могут менять характер звучания наушников. И приходят эти наушники в небольшой коробке, где на лицевой части здесь есть логотип компании ZSIN, а сзади уже указаны контакты производителя и имеются различные сертификаты, а внутри уже находились сами наушники, кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек и набор совершенно стандартных силиконовых амбушюр. Ну и за звук в этих наушниках отвечает 2 динамических драйвера и 2 арматурных излучателя, а чувствительность составляет 111 дБ и они получили сопротивление 32 Ом. Ну и кабели поставляются в такой же коробке, но еще и с фирменным кейсом, где их будет удобно хранить вместе с наушниками. Ну и вот он, первый флагманский кабель ZSIN 334, который обойдется сейчас вам в 12 500 рублей. Он двухжильный, выглядит, как по мне, он очень хорошо, да и фурнитура у него, конечно же, качественная. И он получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. И этот кабель сделан очень надежно, его просто приятно держать в руках, поскольку он особо не путается и реально удобный в использовании. А использует он монокристаллическое серебро плюс 8N ОЦЦ, позолоченную медь и медь из редкоземельного сплава, а его сопротивление составляет всего 0,16 Ома, что является отличным результатом. Ну а вот уже более доступный вариант ZSIN 333 обойдется вам в примерно 4600 рублей. И это уже шестижильный кабель, тоже гибкий, тоже не путается и получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. А вот уже в качестве проводника этот кабель использует 7N ОЦЦ медь с графеновым экранирующим слоем и вместе с палладиевым сплавом, а его сопротивление составляет 0,36 Ома. И скажу вам так, этот кабель тоже очень даже приятно использовать, поскольку он не слишком тяжелый и имеет хорошо сформированные заушины. Ну а теперь давайте рассмотрим уже наушники. Эти наушники довольно крупные, их корпуса выполнены полностью из прозрачной смолы с привлекательным оформлением лицевых панелей в стиле галактики, где также имеются логотипы компании на обоих наушниках. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин, который используется уже для подключения кабеля, и он идет вровень с корпусом, а тут рядом находится единственное отверстие для компенсации, а длина звуковода составляет уже 5 мм и он имеет диаметр 5 мм. Ну а сидят в ушах эти наушники отлично, поскольку их форма анатомически выполнена правильно, поэтому проблем с посадкой тут, конечно, никаких нет. Да и к тому же звукоизоляция у этих наушников находится на отличном уровне. Но вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников ZSIN 327. Они имеют усиление низких частот на 9 дБ с плавным переходом к области нижней середины и небольшим ее уплотнением, но основной акцент в области верхней середины здесь четко приходится на 3 кГц и идеально соответствует моему таргету. Поэтому для меня эти наушники не звучат излишне энергично и утомительно в этой области. Да и высокие частоты тут очень хороши, поскольку они достаточно продолжительные и лишь плавно затухают уже после 15 кГц, что является хорошим результатом. Ну а теперь давайте обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты у этих наушников при использовании комплектного кабеля обладают очень приятной плотностью и естественным панчем. Бас сразу ощущается объемным, текстурным и хорошо собранным. Он не лезет как-то излишне вперед, не размывается и держит отличный контроль и дает ту самую энергетику, за которую эти наушники так легко полюбить. Но при всем этом чувствуется, что некоторые текстурные нюансы слегка сглажены, будто низ в целом держится очень уверенно, но не раскрывает до конца свой максимум по прозрачности и деталям. И вот когда уже подключаешь кабель ZSIN 334, то все сразу становится иначе. И я бы сказал, что низ с этим кабелем просто оживает. Бас становится чище, прозрачнее, намного более текстурным и будто все начинает вырисовываться подробнее и глубже. К тому же атака становится точнее, а удары кика более хлесткими. Ну а контроль вообще на другом уровне. И при этом всем характер остается по-прежнему таким же мощным и телесным, но теперь уже совершенно иным
иной степенью детализации, и ты буквально чувствуешь все вибрации, рельеф и свободу низких частот, и даже появляется то самое ощущение, будто наушники наконец-то раскрылись полностью. А вот с кабелем ZSync 333 характер меняется уже по-другому. Да, бас остается таким же мощным и текстурным, но подача становится чуть мягче и музыкальнее. То есть он уже не такой предельно прозрачный, как с 334, зато звучит теплее, обволакивающе и очень комфортно. Панч присутствует, контроль отличный, но удар становится чуть более округленным, с более плавным характером. И такой вариант дает уже более расслабленную и очень приятную подачу, без потери веса и объема. И в сравнении с комплектным кабелем, как по мне, это тоже очень даже хороший результат. И тут уж, друзья, смотрите сами, потому что, как по мне, эти изменения точно стоят того, чтобы купить какой-либо из этих кабелей на ваш вкус. Ну а средние частоты у этих наушников с комплектным кабелем звучат приятно, насыщенно и естественно. Вокал подается телесно, инструменты все хорошо читаются, и в целом середина ощущается живой и музыкальной, но при этом она слегка сглаженная, будто все детали есть, но переходные процессы чуть мягче, чем могли бы быть. Хотя тональность очень правильная, ничего излишне не выпирает, но иногда при прослушивании очень тяжелых треков лично мне хочется получить больше прозрачности, воздушности и чуть точнее артикулированных нюансов. И вот когда подключаешь кабель ZSync 334, середина сразу становится чище и выразительнее, и появляется ощущение максимальной свободы и свежести в подаче. Вокал становится ближе, детальнее, и ты слышишь как дыхание, так и микродинамику, и даже едва заметные вибрации фактуры голоса. А инструменты звучат хоть и чуть ярче по очертанию, но не резче, а именно просто чище, точнее и естественнее. И середина теперь приобретает ту самую прозрачность, которую сложно перепутать, будто музыка становится более захватывающей, живой и объемной, но при этом сохраняет свой теплый изначальный характер. А вот с кабелем ZSync 333 середина уходит уже чуть более мягкую и музыкальную подачу. Она теплая, чуть округлая и очень комфортная для долгого прослушивания. Вокал звучит шире и чуть мягче, а инструменты уже более сглаженные и плавные, но при этом сохраняют хорошую выразительность. Ну да, конечно, с этим кабелем нету той максимальной прозрачности, как у 334, но зато есть очень приятная благородная бархатистость, тепло и плавность, которые делают подачу уже более уютной и мелодичной, особенно на живых инструментах и спокойной музыке. Ну а вот высокие частоты с комплектным кабелем у этих наушников звучат приятно и довольно протяженно. Здесь есть и воздушность, и очень легкое такое добавленное сияние, и хорошая детализация. Высокие частоты не резкие, не утомительные, а аккуратные и комфортные. Но все же чувствуется, что верха чуть будто приглажены по микродеталям, как будто их потенциал полностью не раскрыт. То есть они есть, они сами по себе вроде и такие красивые, но не до конца блестят так, как могли бы. И вот когда подключаешь ZSync 334, вот тут высокие частоты прям сразу дают о себе знать. Они становятся намного чище, прозрачнее, и появляется такая тонкая искристость, заметная уже даже на тихих фоновых деталях. И ты слышишь, как тарелки звенят естественнее, как послезвучия растягиваются дольше, и как воздушность сцены увеличивается. И при этом высокие частоты всегда остаются абсолютно контролируемыми. То есть никаких там пиков, никакой жесткости, а просто такая кристальная чистота и аккуратная подача, которая добавляет звуку ширину, разборчивость и легкое ощущение того самого премиального блеска. А вот с кабелем ZSync 333 высокие тоже меняются в характере, но уже немного в другую сторону. Они становятся мягче, спокойнее, плавнее, воздушность остается, но подача уже чуть теплее и сглаженнее. Верха уже не такие искристые, как с 334, зато очень комфортные и ничего не режет вам слух. Нет сухости, нету какого-либо металлического оттенка. Детали присутствуют, но они подаются уже более аккуратно, что создает ощущение максимально такой расслабленной и приятной, очень комфортной подачи. Но звуковая сцена у этих наушников с комплектным кабелем уже сама по себе довольно впечатляющая. Она широкая, хорошо раздвинутая по краям, и есть прекрасное такое ощущение пространства и свободы. Инструменты никогда там не сбиваются в кучу, и по глубине тоже все прилично. Слои все различимы,
различимы, вокал стоит чуть впереди, а инструменты уже распределяются естественно, и общее пространство воспринимается очень цельным. Но иногда все же замечается, что сцена как будто немного такая поджатая, или я бы даже сказал не до конца открытая. То есть пространство вроде есть, но его хотелось бы все же еще чуть больше распахнуть. И вот когда подключаешь кабель ZSYN 334, сцена просто раскрывается на совершенно другом уровне. Появляется больше воздуха, ширина увеличивается, глубина становится уже более ясной, а позиционирование инструментов абсолютно точным. И все звуки словно отделяются друг от друга, становятся легче и естественнее, и ты начинаешь отчетливо ощущать вот это расстояние между каждым инструментом. И появляется то самое ощущение трехмерности, когда сцена не просто плоская, а действительно объемная, благодаря чему музыка вас словно окружает, движется вокруг и раскрывается уже по-настоящему широко. И это тот случай, когда начинаешь ловить себя на том, что вслушиваешься в пространство, а не только в инструменты. А вот с кабелем ZSYN 333 сцена хоть и сохраняет свою такую же ширину, но подача становится чуть мягче и более атмосферной. Она не такая сверхпрозрачная, как с этим кабелем, но зато появляется приятный эффект наполненности. Звучание как будто становится чуть ближе, более цельное и очень уютное, а позиционирование остается тоже хорошим. Глубина есть, ширина тоже на уровне, но сама атмосфера становится чуть более теплой и музыкальной. И это уже тот вариант, где сцена не только поражает восточностью, сколько погружает в комфортное слитное звучание, создавая очень такое приятное пространство для долгого прослушивания. Но вывод у меня получился таков: ZSYN 327 это действительно отличные гибридные наушники, которые дают мощный и проработанный бас, выразительную середину и чистые протяженные высокие частоты. Они звучат очень эмоционально, технично и при этом очень музыкально. И самое главное, что прекрасно реагируют на кабели. И с кабелем ZSYN 334 они раскрываются прямо на максимум по прозрачности, деталям и сцене, а с 333 получают уже более теплую и комфортную подачу, сохраняя свой характер. И я думаю, что тут каждый уже выберет, что ему больше по душе. Но если все же бюджет вам позволяет, то от себя я вам точно советую попробовать именно кабель ZSYN 334. Уж слишком он хорош с этими наушниками. Ну а ссылка на покупку этих наушников и кабелей, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!